Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня. Что удивит вас? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем с вами будущее и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Доброй энергии июня мы можем прочувствовать, потому что бы ни происходило вокруг вас, это для вас время баланса между разумом и сердцем. Что-то мы в глубине своей души можем согласовать. И помните, что отпуская что-то, это что-то, оно на нас не оказывает влияния. Оно нас перестает словно мучить, разрывать изнутри. А то, с чем мы сталкиваемся и продолжаем взаимодействие, оно меняет нас. Поэтому есть какая-то реальность, есть и то, что просит ваша душа, мои дорогие. И вот к этому, к вашим желаниям. А желание – это очень важно, это где-то сродни мечты, нужно обязательно прислушаться. И вот даже если темп жизни ваш в эти 10 дней очень турбулентный, какая-то многозадачность, необходимо найти хотя бы 30 минут в день, чтобы уделить внимание, послушать словно тишину, мои дорогие, услышать подсказки собственного шестого чувства. Давайте узнаем, что же нам... Что-то тут переворачивалось. Ну, наверное, это все то, что я говорила. Мы не можем долго оставаться вот в этой клетке. И клетка у каждого своя. У кого-то это по работе, у кого-то в отношениях, у кого-то просто проект по бизнесу, по личному делу не идет. И, может быть, это, знаете, как какая-то ступенчатая закрытость, вот если так можно выразиться. Что я имею в виду? Мы один раз что-то попробовали, ну вот словно уперлись в стену какую-то. Мы думали, что там дверь откроется. Оказалась стена, закрыта наглухо. Мы, может быть, нашли в себе силы, снова что-то пробуем. Или пытаемся решить какой-то вопрос. Опять мы вроде бы не находим выхода из создавшегося положения. Но, тем не менее, мои дорогие, есть этот самый выход. И самое главное не закрываться, потому что ключи в ваших руках. Здесь может быть решена проблема, вопрос, или даже пусть вокруг вас словно буря после шторма. Значит, и пространство каким-то образом подстраивает для вас более удобные варианты. Будьте оптимистами. Раз перевернулась эта карта, это ведь всегда нам свидетельствует о переменах. Итак, события ближайшего будущего. 4 карты. С чем это будет связано? Что там за события? Чего ждать от этих 10 дней, да? Может быть, какая сфера жизни выйдет на первый план и будет для вас наиболее актуальна. А на колоде Таро мы достанем карту «Что же вас удивит?». Вторая карта неожиданности. Возможно, какая-то информация, которую вы неожиданно услышите, или кто-либо появится случайно в вашей жизни. Может быть, это какое-то предложение. И к чему все идет, то есть зачем все это было нужно. По основным сферам жизни достанем 3 карты. Это сфера ваших достижений, работа, учеба, у кого-то переезды, энергия денег, любовь, личная жизнь. И объединим это с отношениями в целом. Каковы энергии. Так что же там в событиях ближайшего будущего? Ну вот, пожалуй, все то, что я говорила до видео. 30 минут в день. Услышать тишину или побыть наедине с самим собой. Вот абстрагироваться от какого-то ритма, который вас вынуждает быть вот в этих самых рамках. У вас сейчас все спокойно. И даже если вокруг обстановка, повторяюсь, неспокойна, я такое предполагаю, но на вас-то, мои дорогие львы, тут как раз это не влияет. И даже если хоть камни с неба, помните, для вас эта ситуация чем-то может быть полезна. Словно укрепить свое положение, укрепить где-то свою значимость. Конечно, по аркану якорь. Это может быть какая-то работа по труду. И, возможно, вы в предыдущий период уже думали даже бросить эту работу. Или там была какая-то ситуация не очень красивая, связанная с людьми. Но вот здесь вот словно, правда, пространство для вас может расчищать путь таким своеобразным путем. Дождитесь, как какая-то ситуация внешняя, которая вокруг вас, она, ну, продолжится и достигнет своего апогея. Почему? Потому что мы можем чего-то не видеть. Я не случайно это говорю, потому что планетарные транзиты могут создать
некоторый хаос вокруг вас, но все-таки 35 не случайно, да, если мы говорим о числах, это 8, это бесконечности символ, или лимниската, которая расположена над головой мага в колоде Таро, и у вас-то вот как раз якорь, поэтому мудрости нужно где-то набраться, хотя бы мудрости в отношении определенного спокойствия. Может быть, вам и придется принимать мудрые решения, но явно какая-то история будет продолжена. Для вас все то, что надежно, как люди, как в плане работы, как и, ну, может быть, решение вопросов по части жилища, семейных, личных каких-то тем. Не должно быть чего-то много. Тут не количество главное, а качество, потому что вы словно бросаете якорь или с чем-то определяетесь в эти 10 дней. Дорога к Солнцу. И это где-то тоже еще раз стабильность, 31, это в итоге 4, это некоторый базис. И все то, что я опять же говорила до видео, и вот уже по карте якорь. Дорога к Солнцу, ведь Солнце – это выбор правильного направления. Поэтому 30 минут вам в день совершенно необходимы. Что просит ваша душа? Чего же она в конечном итоге, или вы сами? Какое качество жизни для себя видите? Ведь по Солнцу это и есть качество жизни. Вы можете определяться, будете ли вы что-то продолжать или нет. Вы выбираете здесь направление. И значит, выбор у вас есть. Но услышать, может быть, свою, ну, как интуицию. Не согласиться на какой-то удобоваримый вариант, но душа противится, понимаете? А может быть, объединить ваши желания и те возможности, которые присутствуют в это время. Здесь может быть у вас и много эмоций. Конечно, по Солнцу это как наше эго. Мы с чем-то и не согласны. Мои дорогие львы и львицы, продуктивное время, но практически на все сферы жизни. Но как провзаимодействовать? От этого будет зависеть продолжение какое-то, но и то, что, чем вы останетесь довольны. Поэтому что-то из-за эмоций, возможно, и не разрушить, а перевести в новую плоскость, может быть, даже отношений, если это касается людей. Ну или, в принципе, любой сферы жизни. Следующая карта, как событие ближайшего будущего. Но опять же, вот интересный расклад, у вас одна карта за другой выпадает, и продолжение всего того, что я говорила в самом начале. Безусловно, это прекрасная карта собака, друг. Но здесь может быть такая дружба, когда вы вообще будете пересматривать отношения свое в социуме. Кстати, тут я могу предположить, для кого-то вас как замечают. Какие-то дифирамбы вам поют. И пусть это не у всех, но для кого-то да. Вы словно достигли какой-то высоты. И, может быть, прежнее время вам казалось, я все время в тени. Бонусы получает кто-то другой, а я все какие-то шишки зарабатываю. Но вот, видимо, что-то происходит. Как, знаете, в небесных скрижалях, как по щелчку какому-то происходит разворотные, переменные события, именно связанные с переменами, которых вы можете не видеть. Они где-то на другом уровне даже происходят. Я могу такое допустить. И вот теперь оборачивают взоры именно в сторону вашей персоны. Здесь может быть двояко по аркану собака. Значит, это может проиграться, когда вы и сами, словно соскочив с этого поводка, да, собака-друг, мы говорим, но эта колода Чиро Маркетти очень своеобразно он нарисовал этот аркан. Вроде бы как держит сама в зубах, да, этот поводок с ошейником, собачка, но тем не менее, уже не на ее шее. Вырваться из каких-то пут вы можете, вырваться из какой-то неопределенности. Мы с вами говорили, то, что просит ваша душа, и то, что есть в реальности, стало быть, есть к этому реальные предпосылки. Надо их увидеть и не забыть про себя самого. И ни разу тут не про гордыню, хотя вот как раз гордость у нас у всех, когда выпадает карта Солнца, у нас начинает зашкаливать. Где-то это могут быть и лесть какая-то, да, в эти 10 дней, но все равно не принять лесть за что-то надежное. Вот тут будет важно, потому что иногда нам льстят, поют дифирамбы именно для того, чтобы
ну, где-то ослабить наше внимание, наш контроль. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны к тем людям, которые вам всегда помогали. И, мои дорогие, любимые львы и львицы, вот все три карты не давите своим авторитетом, чтобы словно не оттолкнуть тех людей, которые вам всегда помогали, или те, которые надежны. Давайте посмотрим события будущего. Вообще очень много общения. Здесь вот, кстати, можно, несмотря на аркан собаки, да, но вот именно в значении поводка ошейника этого, здесь может быть какой-то человек, которого вы хорошо знаете. Он вам может сказать что-то такое или поделиться тем, что он намеревается делать, и вы будете с этим не согласны. Вот идет какой-то противовес или противоречие, поэтому будьте аккуратны в словах. Или даже если вам что-то не нравится, ну где-то не торопитесь это через эмоции выплескивать. Вы себе, знаете, вот есть такая поговорка: позади брось, впереди найдешь. Вот что-то подобное в эти 10 дней, такие энергии вам точно помогают. Потому что еще продолжатся перемены, особенно июль месяц для нас с хождением Урана в знак зодиака Близнецы нам может принести еще дополнительные метаморфозы. Поэтому то, что мы видим сейчас, совсем не обязательно это как конечная точка маршрута. Что-то будет меняться, но у вас будет много общения, может быть и какая-то многозадачность. Может быть, это вы в центре внимания, рост вашей популярности, такое тоже с учетом аркана Солнца. Но и людей много вокруг вас, причем люди разные. И кто-то просто льстит, повторюсь, а кто-то заслуживает вашего глубокого внимания. Можете даже уставать от этого общения. Что же вас удивит? Ну вот бойтесь где-то, я не случайно говорю, оттолкнуть человека, который надежный. Видимо, разные могут сложиться ситуации. Мы ведь не обязательно должны, будь то это друг, будь то наш близкий человек, или будь то коллега тем более, да, или даже руководитель. Мы совсем не обязаны соглашаться на все 100%. Может быть, мы с чем-то и не согласны. Но есть еще те детали, которые должны быть явно продолжены. Поэтому тут не остаться где-то в одиночном сольном варианте для вас будет важно. Это все то, что я уже говорила, все же аркан, отшельник. Но и какая-то другая персона, к примеру, может, который был словно для вас непонятен. Или, может быть, даже это касалось какой-то личной истории. Словно тот человек, который замкнулся, не выходил какое-то время на связь. Здесь может о себе напомнить. И вы, мои дорогие, тут ведь тоже можете замкнуться, правда? Мы все разные. Отшельник это та карта, который мудрец, философ, тот, который идет своим путем. И та карта, которая говорит: тебе, лев, ничто не мешает. Вот вы можете, с одной стороны, прочувствовать, что удивит, что действительно, словно какие-то барьеры падают. Мне сейчас ничто не мешает. Но все-таки это не карта, к примеру, материального успеха. Потому что отшельник – это дервиш. Он идет налегке. Для него какая-то верховенственная цель, она имеет главное значение, принципиальное значение. А вот вся остальная показуха, мишура, для него это все второстепенно. Может быть, как старший аркан, вам как раз и придется вот в таких энергиях разграничивать, кто есть кто, или что есть что следует продолжать. Делаете выбор и разумом, и сердцем одновременно. Ну, наверное, вот эти 30 минут услышать тишину, словно абстрагироваться от какой-то сутолоки, от какого-то хаоса, сумбура, а он обязательно будет. С одной стороны, нам это может нравиться, вот этот драйв, почему нет? Но есть главные более вопросы, с которыми вам нужно определиться. А если даже мы не, ну, допустим, не согласны с кем-то, но вы видите в каком-то проценте, в каком-то формате, все же это сотрудничество должно быть продолжено. Тогда вам и придется принимать мудрые Соломоновы решения. И, может быть, вы даже сами себе удивитесь, что неожиданно появится. Вот по какой-то затянувшейся ситуации шаг за шагом будет прояснение. Это может быть как и по работе. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Откуда к нам приходят деньги? Я не могу сказать, что здесь именно элемент новизны. Нет,
Вот в неожиданностях тут могут быть сведения, новости, касаемые вашей работы, вашего бизнеса, какой-то прежней ситуации. Но, знаете, эта ситуация, она не влияет именно на вас. Э, Она может вас подталкивать к решению. Но сказать, что что-то там она переворачивает с ног на голову, такое нет. По двойке жезлов, и это где-то внешне все продолжается так, как было до этого времени. Но вот именно какой-то прежней ситуации или прежних отношений здесь могут быть, как и люди, я говорила, да, тот, который ушел словно в отшельника, а потом вы узнаете о нем информацию, может быть, от него самого, или пусть это касается, допустим, даже работы. Здесь вы можете узнавать информацию от третьих лиц, и вам каким-то образом это нужно принять во внимание. Правда, тут может проясниться какой-то предыдущий вопрос. И к чему же это все идет, чего ждать? Удовольствие, мои дорогие. Шестерка кубков. В этой колоде трактовка карт похожа на колоду герметического таро. Здесь не совсем как в классике, как мы привыкли, мы говорим карта ностальгии. Нет, все-таки шестерка кубков – это именно какая-то радость, мои дорогие. Вот правильный выбор, наверное. Ну и плюс пространство, вселенная, ангелы, наверное, мои дорогие львы и львицы, вам действительно в эти 10 дней помогают. Но и от вас просто необходима мудрость, чтобы чего-то не упустить. И чтобы вот эти возможности, это на будущее мы с вами смотрим, заходим на последующий период. Поэтому какая-то радость, удовольствие, это должно быть продолжено. Более позитивные энергии стремятся войти в вашу жизнь. Не мешайте им. И мы порой думаем, а это какая-то ерунда. Или выглядит поначалу серо, непонятно, даже не хочу в эту сторону смотреть. Но вот иногда возможности именно с этого и начинаются. Поэтому 30 минут опять говорю. Вот правда, разум и сердце нужно объединять. Здесь не все может быть на поверхности. Здесь что-то находится еще и в тени. Это вам нужно быть в некоторых вопросах, словно отшельник, абстрагироваться от каких-то дел и вот так вот мудро поразмыслить, как дальше что-то продолжать и как не навредить себе. Или когда то, что касается именно личного вашего плана, творчества, хобби, вторичного заработка, мои дорогие, вот здесь нужно что-то обдумать. Это имеет какой-то продолжительный смысл. Вот я вижу так. Тут и по старой какой-то ситуации проясняется что-либо, или вы слышите, может быть, банально даже услышали, как сороха на хвосте принесла какую-то информацию. Но, значит, это хороший повод что-то додумать, сложить какой-то не сложившийся до этого времени пазл. Давайте будем смотреть по сферам жизни. Утрата удовольствия называется, да, и перевернутый пентакль. Так вот, пятерка кубков выглядит в этой колоде. Вы знаете, тут могла быть какая-то минусовая ситуация, когда вы, кстати, вам обещали один какой-то бонус или заплатить определенную сумму денег, а здесь вот вам ее не оплатили. И для кого-то из вас вам захочется в этом поставить точку, и это будет побудительным мотивом к тому, чтобы для себя продумать вторичный доход. Или, может быть, начать даже искать какой-то новый вид деятельности, новый вид работы, дополнительной работы. У кого-то это может проиграться и через отношения. Вам хочется закрыться. Может быть, тоже в отношениях какая-то история продолжалась. У нас ведь кубки, и, по сути дела, ведь это наше восприятие. Может быть, эта карта в целом символизирует, мои дорогие львы и львицы, обстановка вокруг вас сложная. Я об этом говорила. И вы пока, ну, словно на перепутье. Непонятно, чем это дело закончится. Непонятно, к чему это придет. Но я также говорила, что для вас, словно пространство Вселенной, может расчищать какой-то фарватер, пусть даже достаточно узкий. Но каким-то образом явно денег хочется больше. И я вот тут вижу, ну, тем или иным путем, как будто пространство высшие силы вас заставляют задуматься о дополнительных источниках либо дохода, либо как укрепить свою ситуацию, свою позицию, точнее, именно по финансам. Давайте, с чем это связано вообще? Мне вот интересно. Ну, отдых от смуты, так и называется. Мы приводим мысли в порядок, мы никуда не торопимся. Кстати, по этому аркану мы складываем оружие.
Вот есть такая фраза, что бардак нужно предупреждать заранее, а не тогда, когда вот уже наводить порядок как бы в своей жизни, да, нужно заранее, а не тогда, когда наступает смута. Вот, видимо, вас пространство бережет, и нужно будет тот момент, мои дорогие львы и львицы, по работе, по каким-то делам, когда вам просто нужно остановиться и увидеть то, что находится в тени. Мудро подойти к какому-то вопросу, я уже об этом говорила. С чем это еще связано? Опять же, умеренность. Куда-то не торопитесь как с суждениями или какие-то вердикты выносить. Будьте, я уже говорила, не давите своим авторитетом. Это не значит, что мы под всех должны подстроиться. Нет, это просто мы можем промолчать. Но не с вызовом, молчать можно по-разному. А вот так вот ненавязчиво найти причину для того, чтобы отступить полшага назад. Правда? Доверьтесь где-то и судьбе тоже. Давайте посмотрим, что же у вас в финансах. Ну, правда, какая-то неопределенность по финансам вас заставляет искать новые способы заработка. По финансам, когда выпадает Луна, с учетом, посмотрите, у вас два светила. С одной стороны эмоции бьются наружу, с другой стороны и ваше шестое чувство по части трат может говорить «остановись». Крупные траты, когда Луна, увы, не предусмотренные. Ну, по крайней мере, не рекомендуют. Тут явно нужно что-то продумать. И по аркану Луна что-то находится в тени само по себе. Мы видим очертания, но мы не видим пока какой-то конкретики. Поэтому, ну, если мы говорим, откуда к вам приходят деньги, два варианта явно лучше, чем один. Есть у китайцев такая древняя поговорка: «Не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет». Вот что-то подобное вам как карты советовать могут. Но и по аркану Луна, если мы говорим о людях семейных или те, кто в паре, вот как раз любимый человек вам может помочь. Помочь, может быть, финансами, но тут как-то очень разумно тратить. Я бы сказала, когда Луна, вообще ничего не тратим. Ну, понятно, на какие-то мелкие расходы или ежедневные траты. Что же у вас по отношениям? Ну, видимо, эти 10 дней вам дается для того, чтобы вы для себя поняли, что же вы хотите продолжать. Позвольте пространству, как я уже говорила, достичь или ситуации, а пространству позвольте помочь ситуации достичь какой-то своей вершины или развиться до конечной точки. Потому что пока это не произойдет, какой-то финальный аккорд, словно в тех событиях, которые крутятся вокруг вас, пока вот что-то не завершится и не отстроится, не определится, и вы можете быть отчасти в подвешенном состоянии. Есть такой момент. Поэтому себя беречь, да, беречь финансы, нам говорят. А здесь по правосудию. По правосудию мы можем, кстати, чувствовать, что, ну, как-то не очень справедливо с нами обошлась судьба. А, тем не менее, это ведь всегда причина и следствие. И карта говорит, если ты прежде поступил хорошо, вы кому-то помогали, пусть руками других людей и вам откликается судьба, помогают вам, или как-то удачно складываются обстоятельства, или вы просто встречаете нужных людей, грамотных специалистов, это тоже своего рода помощь. Но и если есть какая-то история, которая вами не решена, где-то мы там наследили, по сути, это ошибки, нас пространство может вернуть для того, чтобы мы подвели какие-то итоги или решили уравнение с множеством неизвестных. Видимо, по правосудию вы и еще карта советует, и это еще на личную жизнь, поэтому какая-то история лично вас самих может касаться. И у кого-то это суды, у кого-то пусть это даже не история любви, а история взаимоотношений с каким-то человеком. Может быть и по работе, или прежняя история любви. Может быть есть какая-то конкретная данность, да, или какая-то тема, когда ее вы не должны додумывать. Проясняйте любой вопрос. Тогда вам потребуется консультация специалиста. Может быть, как юриста, так и адвоката. По сути дела, карта говорит, подстели себе соломки, лев. Мало того, что буквально молчание ваша сила, потому что эмоции рвутся наружу. И где-то и умеренность в финансах – это тоже ваша где-то стабильность на самый ближайший период, 10 дней. Но есть еще и какие-то более далекие периоды, когда вот тут-то как раз по Луне что-то прояснится, шаг за шагом, все встанет на свои места.
А вот по правосудию, в зависимости от того, что мы говорим сегодня, мы тоже что-то можем получить и в день завтрашний. Поэтому, мои дорогие, будьте внимательны. Если действительно нужно обратиться к юристу, не додумывайте, обращайтесь. Вам нужно что-то о себе знать наверняка, чтобы, может быть, и в будущем не прилетела какая-то обратка из прошлого. Давайте я достану еще одну карту. Мне не совсем понятно, чего это больше касается. Но тут по нарастающей вашей силы, обратите внимание, правда идет. Это раскрытие ваших талантов. Вы некоторый итог подводите в эти 10 дней. И значит, вот как я сказала, чтобы в будущем не прилетело что-то из прошлого, когда приходится все бросать, на ходу перестраиваться, заниматься какими-то прошлыми вопросами. Здесь и вы, мои дорогие девочки, притягательны. Это карта женской силы. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и есть женщина, которая очень магнетизирует вас, с которой хочется говорить, с которой хочется познакомиться поближе. Не пытайтесь ее перестроить, потому что женщина сильная. Здесь именно договориться, но и не уходите в отшельника, ожидая, когда может быть, вашу сторону проявит какое-то внимание, чтобы вы тут не думали. Здесь может быть даже союз каких-то очень двух сильных людей, но пока это какое-то преддверие отношений или какая-то прелюдия. Вот особенно для тех, кто познакомился недавно. Здесь может быть и другая ситуация по части личной жизни, когда вы всерьез задумаетесь перевести на новый уровень отношения. 2 старших аркана – сила и правосудие. Вам буквально закон помогает, я уже об этом говорила, и это касается, как и на любые взаимоотношения, на вашу личную жизнь. Или пусть это личное творчество, планы. Вообще продуктивный период, но такой вот неспешный. Не время срываться или не время себя пришпоривать куда-то. Тут нужно с собственным солнцем, как с направлением определиться и понимать, что то, что происходит вокруг, для вас сейчас может действительно расчищать некоторый фарватер. Но вы просто еще на данный период времени, в эти 10 дней, чего-то на 100% еще не видите. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.